То есть какое-то чувство меры тоже нужно знать, иметь. Так, вот еще идем немножко на высветление. Чувствуем эту границу, когда уже светлая краска, чтобы она не превратилась в белило. То есть это нужно чувствовать, границу высветления. Вот, теперь можно потоптать такой щетинной кисточкой какой-нибудь небольшой, придать какие-то оттенки, мазок какой-то, чтобы была какая-то игра живописная. Притоптать немножко грубость, если это очень грубо, слегка притоптать вот этой строительной кистью. Но в то же время нужно оставить мазок, чтобы была какая-то культура укладки, чтобы это не было все пушисто и гладенько. Нам нужна живопись более-менее живописная, чтобы была мозаика оттенков. Так, вот прокладываем такие, замечаем прохладные какие-то места, освещенные рефлексами неба. Это всегда нужно замечать, вот эти различия теплохолодности. Живопись вообще это постоянное сравнение не только на тональность, проверку на тональность смесей, на ее, но и на теплохолодность. Всегда это нужно замечать, подмечать, все эти нюансы, порой очень тонкие, и показывать, и стараться переносить это на холст. Вот какие-то волоски освещенные, светлые, на уже подвязшую краску мы можем наносить, на уже такую густую краску, на подмалевок головы. Что-то уточняем пальцем, если вышли за границы рисунка, поправляем пальцем. Можно кистью, не обязательно пальцем. Так, вот наносим да, очень важно не высветлить, несмотря на то, что котенок у нас белый, ни в коем случае в белильность нельзя переходить. Очень нужно держать себя в руках и вот эту вот тональность не перейти границу. То есть, хоть котенок и белый, но в тени белый это достаточно темный цвет, такой явно окрашены какими-то рефлексами. Вот сейчас переходим к курице. Вот этой рваной строительной кистью наносим перышки. Кисть, как сделать эту кисть, есть видео, поищите. Модернизация строительной кисти, по-моему, называется видео мое. Вот наносим ей перышки. Там, где рефлексирует небо, это достаточно холодные оттенки, явно холодные, фиолетовые, где рефлексирует земля и вот эти доски, они явно теплые, очень теплые, достаточно, я бы сказал, горячие. Чем хороша работа такой кистью? Не обязательно, конечно, такой рваной кистью, можно это обычной небольшой щетинкой делать, но вот эта кисть, она привносит как бы случайности очень много, она не очень контролируется, вот эти 3 или 4 ее кончика выстриженные не очень контролируются, не очень поддаются логике, где они пропишут, оставят свой след, и поэтому это всегда живописно. В природе очень много случайностей, нерегулярностей, и нам здесь случайность на руку. Так, вот ограничиваем доски, делаем контрасты, явные такие контрасты вот зеленой краской. Вот этой зеленой именно без белил, очень насыщенной, внятной, насыщенной краской светлой. Вот какие-то травки рисуем. Не нужно здесь на периферии и на задних планах не нужно прорисовывать детали, то есть брать мелкую кисточку и рисовать траву. Рисуем достаточно, решаем такие вопросы мазком, цветом. Детали мы детально прописываем наших главных героев, в данном случае котенка и курицу. А периферию, повторюсь, нужно решать достаточно брутально, достаточно грубо цветом.
Так, вот немножко смягчаем перышки, если это очень жестко. И приступаем вот сейчас к голове курицы. Вот здесь нам тоже нужна максимальная контрастность. Объекты на первом плане, они максимально контрастные по тональности. То есть вот темные места здесь рисуются в данном случае Марсом коричневым, темным, прозрачным, достаточно темным. Если мешает прокладыванию краски краска, которая уже была проложена, можно ее снять. Такой фокус проходит только на холстах, которые держат краску, на бархатистых таких холстах. На гладком грунте снимется все до белого грунта. Вот работаем чистыми красками в данном случае. А вот тут уже перышки, ну тут, наверное, с белилами. Я уже не помню, охра с белилами, скорее всего. Вот, стараемся замечать вот эти все оттенки, чтобы не было грязных каких-то цветов. Все должно быть, все должно иметь свой цвет. Конечно, цвета не должны кричать, это очень важно. Они должны быть такими вменяемыми, но очень достаточно насыщенными. Тогда картина получится живописной, интересной. Да, вот можно мастихинчиком добыть какие-то звуки, такие светлые места краем процарапать, перышки какие-то. Вот теперь идем на высветление, наносим рефлексы солнечные на гребешок. Тут такие почти белила, окрашенные чем-нибудь оранжевым или же кадмием красным. Вот. Белила можно, светлые краски можно прокладывать достаточно плотно, объемно. Точное портретное сходство тут с курицей не обязательно, но, конечно же, приветствуется. Очень удобно работать с планшета, с хорошей фотографией, можно всегда увеличить, посмотреть, как там устроено все у животного, у птицы. И по возможности повторить вот этот такой сердитый взгляд куриный. Вот такие очень важные оранжевые. Вот поймать вот этот цвет. Такой не желтый, не оранжевый, а вот именно такой очень солнечный, рефлексирующий, золотистый цвет краски. Да, вот краска немножко выветрился разбавитель, и она позволяет себя немножко растоптать, смягчить немножко вот эту жесткость мазка щетинной кисточкой, строительной растушевочкой. Это всегда полезно, снять небольшую напряженность мазка на тех предметах, которые находятся в периферии. Нам как бы жесткость и контрастность важна в тех местах, куда нам нужно привлечь внимание зрителя. В данном случае это взгляд курицы, ну и каких-то других важных мест. А на периферии можно слегка сбить вот эту напряженность контрастную. То есть максимально контрастными у нас должны быть главные предметы, вещи в картине, какие-то важные моменты. Так, вот параллельно работаем над всей картиной, где-то еще обогащаем цветом, оттенками. Вот заметили бирюзы немножко, добавили бирюзы, придумали ее. Что-то вот работа ведется постепенно по всей поверхности, чтобы у нас не было явно отстающих каких-то участков. Вот еще раз идем на высветление, наносим какие-то перья. Вот уже практически в полную тональную силу, светлые, ну, максимально светлыми.
Вот опять же, делаем максимально контрастным взгляд курицы за счет темной краски. И он привлекает внимание именно вот этот вот ее контрастность взгляда. Там еще нанесем пару бликов, чтобы глаз загорелся, чтобы он стал живым, и решим этот участок. Так, вот нижняя часть досочки рефлексирует у нас от земли, она явно такая горячих оттенков, красно-оранжевых должна быть. В природе может быть это и не так, а в живописи это должно быть так. То есть мы должны усиливать рефлексы. Вся живопись, все предметы в живописи живут за счет рефлексов, они как бы вписываются рефлексами, они соседствуют друг с другом. Без показания рефлексов все будет как бы вырваны из контекста, предметы будут как бы напоминать какую-то аппликацию, у них будут жесткие грани, как бы вырезанные из бумаги, а нам нужно поместить все предметы в нашей картине, постараться вписать их в общую среду. То есть все предметы общаются друг с другом рефлексами. Вот краска у нас уже немножко стала вязкой и позволяет легкими такими движениями, вот в частности здесь мягкая небольшая синтетическая кисть, можно легко-легко наносить такой воздушный мазок, чтобы он не перекрывал плотно, а он как бы был рваным и дышащим, очень богатым. Мазок становится очень живописный, очень художественный. Вот краска там у нас Марс, он, как известно, очень быстро сохнет. Вот он уже наполовину там высох, и он позволяет вносить по себе, прокладывать такие рваные мазки, вот как сейчас. Тоже без белил, вот эти вот идем на высветление цветными какими-то красками, красно-оранжевыми, горячими. Вот какую-то там придумываем соломку, травку, тоже вот таким рваным, дышащим мазком, очень легким, очень-очень легким. Вот обогащаем этот участок какой-нибудь травой. Вот добавляем еще контрастности тональной, еще больше высветляем вот эту вот нашу щель. Да, разграничиваем травинками какими-то планы, пространственные планы. Вот можно мастихин, это тоже всегда обогащает работу мастихином. Какие-то рваные мазки. Мастихин чем хорош, он может очень звонко проложить, звонкую цветную, не грязную краску проложить на темную подкладку. Вот добавляем усиков, если это нужно. Тоже максимально контрастно, почти белила, но не белила. Это окрашенное, светлое, теплое белила, окрашенное теплыми цветами белила. Можно это кисточкой тонкой нарисовать, но так тонко по свежей краске кистью трудно нарисовать. А мастихин с этим легко справляется, кончик мастихина. Вот еще раз возвращаемся к взгляду курицы. Вот рефлекс еще тоже максимально, но не белилами, ни в коем случае не белилами, теплыми белилами какими-то. Делаем рефлекс на клюве курицы. Вот солнечные места
тоже куда попадает солнце, делаем тоже достаточно светлыми, но тоже далеко, очень далеко от белил. К белилам не приближаемся. Вот, если есть время, можно поработать над лапкой, там, показать какие-то коготочки. Вот, собственно, по этому принципу, по этим алгоритмам и должны писаться такого рода картины Алла Прима, в частности, ну и не только Алла Прима. То есть мы сначала наносим, делаем такой подмалевок тональный, то есть рисуем сначала тени такие цветными, по возможности без белил, максимально насыщенными, но, естественно, без, до разумных пределов, чтобы это не было очень ярко и пестро. И потом через полутона идем на высветление работы. И тоже стараемся работать, цвета наносить там, где это возможно, без белил. Вот в данном случае та же трава, здесь нет белил, это желтая краска, окрашенная зеленью, изумрудной зеленью. Она и создает такую насыщенность, живописность. А там, где нужны белила, окрашиваем их, чтобы белила были цветными. Вот, собственно, и весь принцип такого рода живописи. Так решаются любые задачи. Так, вот можно поработать мастихином какие-то. Из-под светлой краски достать темные, предварительно проложенные темные цвета достать. Вот мягкой кистью можно делать, нанести какие-то рваные мазочки земли. Вот напомню, прошло уже около, с момента начала работы около 3 часов, ну, по-видимому. Краска уже стала достаточно вязкой, предварительно проложенная, и по ней уже достаточно легко прокладывать без смешивания, без того, чтобы цвета смешивались, прокладывать мягкими кистями разбавленную краску, обогащать фактуру, постепенно делать поверхность работы живописной, поверхность участков, разных участков картины. Так, вот тут было забито немножко в ноге котенка темная краска предварительная проложена, вот ее пришлось нанести еще раз. То есть к вопросу к тому, что не нужно увлекаться, всегда оставлять под светлыми участками нашу предварительную вот эту подкладку, чтобы она проглядывала, иначе пропадает материальность. Это очень важный момент. Так, вот тут можно придумать какую-то соломку, если ее нету в натуре, просто обогатить этот участок, чтобы он не был скучным, нанести какие-то оттенки. Вот, еще и еще обогащаем разными оттенками поверхность картины. Снова возвращаемся к голове курицы. Ходим, работаем над разными участками постепенно и постепенно приводим работу к какой-то степени завершенности. Напомню, повторюсь, что максимальная прописанность у нас должна быть на ключевых местах. В частности, это, собственно, котенок и голова курицы. Все остальное решаем очень так свободно. Свободно по форме, но цвет очень важен, конечно. Вся поверхность должна быть очень живописной, но достаточно свободно, в свободной манере написано. Вот еще немного высветляем поверхность, рефлексирующую поверхность спины курицы холодными такими оттенками фиолетовыми.
вот лежачей мягкой кистью тоже можно еще что-то, какие-то делать рваные участочки. Обогащать, делать такое старое дерево. Оно получается как бы само собой. Это для начинающих кажется трудным. На самом деле это очень просто. Все это старое дерево рисуется очень просто. По такой подвязшей краске наносятся нужные оттенки на высветление. Легким движением оно само собой как-то и рисуется. Да, вот можно травиночки какие-то, разбавленной краской светлой, нарисовать. Очень хаотично, не нужно там что-то планомерно работать. Вот эта трава не должна отвлекать, она не должна спорить, вот, в частности, с теми же усами котенка, чтобы она должна быть подчиненной. Все вот такие вещи периферийные, они должны подчиняться, они не должны привлекать больше внимания, чем то, что нам нужно, чтобы привлекло внимание. То есть они не должны быть очень контрастные, очень четко прописанные, они должны быть таким не очень внятными, как бы. Вот еще у нас есть ресурсное высветление. Высветляем вот эти теневые места дерева и вот этой вот соломы, что ли, или травы. Вот обогащаем какими-то мазками цветными, обязательно цветными, такими насыщенными. Вот если в данном случае тут солнце попадает на какую-то траву, мы ее придумали, она должна быть цветной, звонкой, без белил. Вот в данном случае, насколько я помню, это кадмий лимонный, слегка окрашенный чем-то, или зеленый, или бирюзой, или еще чем-то. Ни капельки белил, иначе сразу пропадет солнце. Желтая краска, повторюсь, очень легко окрашивается, и белила сразу снимут насыщенность этой краски. Вот немножко обогащаем периферию какими-то, чтобы это не было скучно, что-то придумываем. Вот опять же подмечаем холодный рефлекс неба на шкурке, показываем это. Да, вот можно мастихином немного что-то, чтобы укладка была разнообразной. Это к вопросу культуры укладки, которая очень и очень важна в живописи. Смотрите побольше хорошую живопись в большом разрешении, как это решают, как это решено у художников. Это вам сослужит очень хорошую службу, просмотр хорошей живописи. Это просто это просто вольется у вас на подсознание, вот эта вот культура укладки, и вы просто будете сами уже автоматически стремиться к такому результату. То есть очень важно смотреть хорошую живопись. Так, вот решаем вопрос с подписью в нужное место, в нужным цветом. Это нужно. Подпись, она очень большую силу имеет, силу такую композиционную. Достаточно важно придумать место и цвет подписи. Так, вот травку какую-то тоже перерубаем планы. То есть у нас вот картина должна четко делиться на какие-то планы. Передние, дальние, средние, дальние. Постепенно вот планы. Чем больше планов, тем богаче поверхность.
тем богаче, собственно, наше полотно, богаче по своему воздействию на зрителя. Так, вот краска стала вязкой. Вот видели сейчас, как хорошо мягкая кисть может проложить такой вот рваный дышащий мазок. Вот в левом верхнем участке мягкой кистью, синтетической, плоской, удалось в один мазок проложить вот эту и деревянную, показать поверхность, и солнце показать. Вот уже мягко. Тут тоже этой мягкой кистью можно делать, еще более высветлять, рваный такой мазочек делать. Вот звонкую травинку делаем. Вот, не нужно тут, нужно так немножко со вкусом делать, не делать целый куст травы, парочку достаточно вполне, чтобы это читалось как символ травы, чтобы чуть-чуть перерубало нам планы. Вот еще раз обогатили немножко вот этот угол, он был очень темный, еще придумали щелочку, пусть будет тоже максимально контрастно, то есть контрастность должна быть. Вот пушистость немножко показали на ухе. Вот зеленые оттенки, мы их придумываем, их, по-моему, там нет в натуре, придумываем, обогащаем разными оттенками, в меру, конечно, чтобы это не было пестрость, не свалиться в пестрость, но должны обогащать живописную поверхность какими-то оттенками. Просто методом тыка попробовать, вот подходит, не подходит, всегда поправить можно. Ну, поискать какие-то оттенки обогащения. Вот тут зеленый очень хорошо, вот этот бутылочный оттенок лег на вот эту правую досочку внизу. По-моему, очень хорошо лег. Вот мягкой кистью опять еще на высветление. Есть маленький ресурс, пользуемся этим. Картина должна быть достаточно светлой, чтобы не было гнетущего состояния. Картина не должна быть темной. В ней должны быть очень темные участки какие-то, но их площадь не должна быть большой. Вот участки за котенком и под котенком, они должны быть очень темными, как я уже повторяюсь. Но вот эти участки, их не должно быть много. То есть основная поверхность картины должна быть достаточно светлой. Так вот, показываем еще раз ушко на просвет такой вот, на просвет солнца очень такой розовато-оранжевой краской теплой, чтобы она немножко загорелась. Вот воздушный мазок этот, повторюсь, такой очень ценящийся в живописи. Легкий. Это едва-едва кончиком мягкой синтетической плоской кисти вот так вот по свежей краске, только по свежей краске можно вот так вот, по свежей краске, но которая уже немножко уже подсохла, стала вязкой. Можно вот так добиваться вот такого богатого, очень красивого мазка. Вот как-то фактуру дерева можно кончиком кисти поцарапать, поискать. Сбить контрастность, если не нужно какую-то вот там, где это резко, периферию можно слегка сделать менее контрастной вот этой вот растушевочной щетинной мягкой кистью. Вот добавили еще немножко солнца на доску. Учитесь чувствовать кончик инструмента, это очень важно. Кончик инструмента и, собственно,
саму пастозность, вот эту краски, собственно, сам материал. Ну, это все приходит с опытом, свободное такое общение с материалом, с краской. Вы будете всегда чувствовать, как, чем, до какой степени разбавить краску, как работать в этом треугольнике тройника масло, разбавитель, лак. То есть это все придет с опытом, все приходит с опытом. Побольше пишите, чтобы свободно себя чувствовать в материале, в масле, в этом замечательном материале. Так, ну вот завершающие какие-то мазочки в этом этюде. Степень прописанности в данных работах не обязательно максимальная. Вот это вполне достаточно показать настроение в работе, вот этот цвет, солнце показать. Этого вполне достаточно для такого вида живописи, вот такой вот достаточно свободной. Ну вот, наверное, и все. То, что я хотел и то, что успел сказать на сегодня. Простите за столь подробность и затянутость, но это для тех, кто не может попасть ко мне на мастер-классы. Снят фильм. Побольше пишите, любите этот замечательный, благодарный материал масла. Очень несложный, очень-очень замечательный материал. Удачи, до свидания.